Здрасте, 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 здрасте. Доброе утро всем, кто есть сейчас может на стриме, и тем, кто в записи этот стрим когда-то может будет смотреть. Продолжаем Horizon. У нас сегодня утренний стрим, которых не было уже давно. Почему бы и нет? Когда хорошая погода, невольно улыбаешься. Сегодня у нас, как я говорил на прошлом стриме, у нас сегодня в планах сюжет. И только сюжет. Много сюжета. Используй свой шанс. Будем делать Товар. по полной сегодня. Но и здесь не так-то просто. Бери все, что По крайней мере, сколько успеем, столько и сделаем. руки у меня крепкие, мои товары. Для меня всегда. Посмотри сама. У меня только лучшие сюжет. У меня лучшие товары. Всегда будь начеку. Каков выборус? Меридиан. Нигде больше не слышишь. Здравствуй, Элой. Меня зовут Марат Безгрешный. Идем со мной. С тобой хотят посоветоваться по важному делу. Что это значит? Где Эрент? Внутри он у Короля Солнца, и нам нужно туда как можно скорее. Прошу за мной. Все эти люди пришли к королю? Да, и каждый будет просить о милости. Что уж делать, такова политика. Король желает взглянуть на тебя. Сначала Укротительница машин, которая подмечает все детали. Это так интригует. Я не хочу интриговать. Поздно. Какая-то дикарка проходит вперед меня. Возмутительно. Я тут уже 2 часа торчу, а какая-то девка проходит сразу. Ерунда. Аристократы как дети малые, которые вечно ноют и требуют сладкого. А какой он, король? Самое главное, что он не такой, как его отец. Думаю, ты сочтешь его весьма разумным. Та самая Элой, что может видеть незримое. Я рад. Ты оказала мне большую услугу. Эрент, расскажи ей. Я посмотрел на тело, и это не Эрза. Не хватает шрама под правым коленом. Это мы с ней в детстве подрались за деревянный меч. Если в броне Эрзы другой человек, она может быть жива. И я ни за что не брошу ее. Выходит, что ее похитили. Но вот кто? Есть предположение. В Азерам у Эрзы есть враг. Человек по имени Дервал. Ну нет. За Дервалом охотились все кланы Жилы. Он наверняка уже мертв. Больше ни у кого в Азерам нет ни мотива, ни способности придумать такую ловушку. Не удивлюсь, если он прячется в пограничных землях. Я уже отправил агента на поиски. Он ждет распоряжений на рыночной площади в Смоляном утесе. Войска у границы могут спровоцировать Азерам. Но если отправить лишь авангард и одну талантливую девицу из племени Нора. Эрент, Марат, пока оставьте нас одних. Неловко просить после всего, что ты сделала, но для меня это исключительно важно. Я вижу, Эрза была дорога вам. Если бы не авангард Азерам, я бы не смог освободить Меридиан и положить конец тирании моего отца. С тех пор мы всеми силами поддерживаем мир между нашими племенами. Это непросто, но Эрза знает подход к своим. Именно поэтому я должен вернуть ее. Скорее.
Кто такой этот Дервал? Чтобы понять Дервала, нужно знать, кем был мой отец. Он на самом деле считал себя солнцем. Его разум был искажен. Он считал, что кровавая жертва — ответ на любой вопрос. И добывал жертвы в других племенах, в основном в Азерам. Дервал оборонялся. Он вооружил свой народ просто до зубов. А мой отец ответил ему еще большей жестокостью. Он схватил жену Дервала и дочь и принес в жертву в круге солнца. Но почему Дервал так стремился похитить Эрзу? Она предала его. Эрза была его соратницей, пока не узнала, что он задумал перерезать всех жителей Меридиана. Она пришла ко мне. Мы помешали Дервалу и спасли город от моего отца. С тех самых пор Дервал тратит все силы, чтобы отомстить. Соплеменникам, поддержавшим меня. Он завел себе столько врагов, что я считал его мертвым. Я ошибся. Я хочу узнать побольше о Доме Солнца и его политике. Ну, конечно. Говорят, вы бог Солнца, убивший отца, чтобы объединить племена в гармонии. Молва не лжет? Говорят, ты видишь незримое, попадаешь в древко стрелы и укращаешь взглядом машины. Неужели молва не лжет? Ну, почти нет. Что ж, я бы рад объединить племена в гармонии, но ты сама видишь, какая ко мне очередь просителей. Может, через недельку? Неплохое местечко. А видно отсюда маленьких людишек внизу? Не одобряешь? Ну, скажу тебе по секрету. И я тоже. Но имей терпение. Нельзя сразу проснуться в новой стране. Станет ли она новой, если править из дворца? Может быть. В будущем. Если мне помогут такие, как ты. Очень сложная она, ваша политика. То есть Азерам — это и друзья, и враги. Я бы не смог освободить Меридиан без помощи Эрзы и ее азерамских бойцов. Многие из них остались здесь. Но старейшина азерамских кланов Жили не может смириться с их успехами, как и высшие слои Карха. Ситуация сложная, особенно если учесть, что отец много лет совершал на Азерам набеги. Эрза держит мир, обещает своим людям взаимную выгоду. Но такие, как Дервал, навсегда затаили злобу. А кто такие эти Карха Тьмы? Зачем им нападать на Эрзу? Это горстка тех, кто остался верен отцу. Сидят в закатной крепости к западу отсюда. Как и мой отец, они любят только власть. И алчут силы солнца, надеясь обрести ее через ритуальные кровопролития. Эрза помогла мне изгнать их, они ее заклятые враги. Дервал знал, на кого валить вину. Ну что, го пробовать новые перехваты? Зачем? А как же сюжет? Сюжет когда проходить? Игру когда проходить? Мне надо идти. Знаю. Что ж, говорят, король не просит. Но умоляю, найди Эрзу. Кто говорит? Например, Марат. Кстати, если нужна помощь, обратись к нему или к Эренду. В каком смысле зачем? Ну, чтобы повеселиться и получить ресурсы. Это, конечно, хорошее дело, но у меня график, у меня есть неделя, чтобы пройти игру. Первым делом надо успеть. Если мы прям
по сюжетке нормально так успеем, и еще останется лишнее время свободное, то можно там и уже повеселиться, побегать, потратить лишнее время. А так мне осталось только неделя, я надеюсь за это время успеть допройти сюжет и все остальное побочное. А ресурсов у меня и так вроде как уже навалом. Я уже сюжет 100 лет не проходил. Какая последняя неделя? Это слишком мало, чтобы пройти Horizon с учетом DLC. Ну, насчет DLC, да, я уже почти уверен, что мы его не успеем по-любому пройти. Щеки щиплет. Ну, Вот до смоляной утёс. 20 числа у нас Агент есть Марада только должен вот быть на рыночной площади. неделя. А потом, после 20 числа, я боюсь, что уже времени на что-либо другое, кроме той игры, уже вообще ни на что другое не будет. Я предполагаю. Как жара погреет. Крылья, шкуры. Сделано Мне главное для сюжетку успеть допройти, Ни с кем не спутаешь. а там посмотрим. И где этот агент? У него было время собрать сведения. Надо поискать. Конечно. Давно тебя не видел. Вот он. Ага, вот он. Валяется. Это агент Марада. Люди Дорвала его нашли. Выходит, он что-то знал. Посмотри. Он нарисовал карту своей кровью. Да, таким картам стоит следовать. Вот смоляной утес. Он отметил точку на севере. Наверное, Дервал тут. Мои люди ждут у границ города. Я приведу их сюда.
машины. Их сковали цепями. Дервал — техник. Наверное, он на них экспериментирует. Или на части разбирает. Они помогут мне навести шороху. Я пойду первой. Ждите, пока завяжется бой. Хорошо, мы тебя прикроем. Меня ищут. Чужаки! Дервала. Выпускайте машины! Стреляйте! Очень надеюсь. Он сейчас будет видно. Не отступаем! Встречай свою смерть! Осталось ничего! Люди Дервала. Сейчас начнется.
Чужаки! Выпускайте машины! Стреляйте! Ты даже не поймешь. Я нашел врага! Не давайте ему сжаться! Это наверняка где-то здесь. Ищем. Ну давай, иди сюда! Дервал велел тебя убить.
Эрза наверняка там. Надо прорваться. Вот чем они защищаются от этого жуткого звука. Эрза! Эрент, Дервал пытал меня. Он мало знает. Почему ты не взяла меня? Я должен был пойти. Пусть я никчемный пьяница, но... Нет, дурак. Дервал прислал письмо. Вызвал меня на переговоры. Я знала, что это ловушка, потому не взяла тебя, чтобы ты не попался. Просто я переоценила свои силы. Думала, что справлюсь. Послушай, Дервал сделает в Меридиане что-то страшное. Сказал, Ават увидит, как дым застилает его обожаемое солнце. Ты нужен королю. Игры закончились. Пора быстро становиться взрослым. Понял. Обещаю. Смотри, выполни, братец. Эрза. Нет, нет, не умирай. Я не подведу. Обещаю. Эрент, соболезную. Надо найти Дервала. Но Меридиан такой большой. Я осмотрю его вещи. Может, найду зацепку. Странное устройство. Красиво сделано. Что будет, если включить? Вроде работает. Ну-ка, давайте скажите что-нибудь, лапочки. А что сказать-то? Я даже не знаю. Да что угодно. Я просто хочу услышать твой голос и сохранить его. Я спою, папа! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Прекрасно. Песня и смех. Это даже лучше, чем слова. Теперь смогу услышать, когда захочу. Ну что, все? Тогда быстро спать. Спокойной ночи, папа и мама. А ушла? Что мы будем делать? Они подбираются все ближе к источнику. Долго мы сможем прятаться, как... Память о родных. Дервалу теперь нечего терять. Может, что-нибудь в записях? Рабочие записи из мастерской. И какое-то письмо вложено. Он переправлял в город огнежар. Найдем его, найдем и Дервала. Кажется, я что-то обнаружила. Нам надо вернуться во дворец. Иди. Я догоню. Я должен позаботиться о сестре.
Снегом меня не завалило. Кто он такой? И откуда он все это знает? Он сказал Элизабет Собак. Какое странное имя. Может понадобиться. Все, как он и сказал. Неплохой набор. Это мне пригодится. Зачем ты мне помогаешь? Я хочу, чтобы ты одержала верх. Удачной охоты. Еще поговорим. Стой! Чтоб тебя. Зараженные затмением. Как он и сказал. Масштаб работы. Ко мне, брат! Кто здесь? Столько развалин. Что предтечи здесь делали?
Захватчик. Это осложняет дело. Взрыв. Еще один взрыв. Развернуть турель! И огонь! Все вооружение работает. Пора его запускать. А вот и последний робот, которого нам не хватало в коллекцию. Истребитель. Это махина. Ну теперь у нас полная коллекция. Замечательно. Привет, Оливка! Заползает из пещеры, неся огромный поднос печенья. Вот это гора! Вот это да! Вот это подгон пожаловал. Это я и про печеньки, и про тебя тоже. Привет, привет, Оливка. Как ваше ничего? Или очень даже чего? Или ничего? Или чего? Ну-ка, чего-чего? И побыстрее там! Не сочкуйте! Скоро этот демон оживет. Еще один истребитель А я ничего, просто отлично. Это замечательно. Это великолепно. Я сегодня выходная, и завтра тоже. А вот это вообще божественно просто. Не великолепно, это уже божественно. Офигенно просто, что выходной и сегодня, еще и завтра. Вот это с хорошей новости ты ко мне забежала. Прям у меня аж у самого настроение как будто поднялось из-за того, что... Из-за того, что я слышу слово «выходной», у меня у самого настроение поднимается. Представляете? Какое хорошее слово и как оно влияет. Просто сказка. Согласен. Абсолютно полностью согласен. А в воскресенье я иду на МРТ колена. Как там колено, собственно? До этого было. Давненько уже не рассказывал, давненько я не спрашивал про колено. А то все за работу мы там постоянно обсуждали. Крайние разы, когда заходила. Видимо, это один из тех истребителей. Подходящее имечко. Мне не попасть в башню, пока я с ним не разберусь. Я что-то вижу. Мой визор перестал работать. Я отключил его визор. Дело за тобой.
него валит пар. Может, это его слабые места. Что происходит? Что за Армагеддон? Как его побеждать теперь? Я ему хорошо врезала. Ну, это было проще, чем я думал. Уходит. Я уж себе тут надумал, что теперь как мне эту махину побеждать. Ну, все оказалось не так уж и сложно. Хватит прятаться, выходи! Да я и не пряталась. Есть. Ну, Серьезный противник. Так, у того парня был визор. Надо глянуть, что на нем. Да-да-да, сейчас. Ну, что ты мне скажешь? Что это? Сущность жива! Неприемлемо! 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 Что это такое было? Аид? Эй! Таинственный незнакомец! Ты это видел? Молчишь, да? Ну-ну. Я уже ничего не понимаю. Мне нужно пробраться в эту башню. Я тоже ничего не понимаю. Проводится опознание. Опять такая штука. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Что только что это было с ее волосами? Это было что-то странное. Здравствуйте, доктор Соболь. Это про кого? Доктор Соболь, вы А, доктор Соболь. 55 500 А не Соболь. дней опаздываете на встречу с мистером Паро. А сколько дней? Поднимитесь на 35 этаж. Стоп, стоп, стоп. 350 тысяч? Это же сотни лет. Что за дела? Да никак оно было. Ну так, раз в месяц может немного поболеть. Слабо так, но все же. А сейчас что-то чаще начинает, ну и хрустит. 21 год, хрустят колено. Стареем, стареем. А вот мое время, а вот было время. Старые бабки, детки. Уже колени, уже таблетки.
Уже голова болит, уже магнитные бури и так далее. Вот только считай, от врача приехала. А, вот почему так рано. Я думаю, что это ты раз говоришь, что выходной и так рано и уже не спится. Я сам себя так-то удивляю, что у меня сегодня утренний стрим, которых тоже уже давненько не было, и тут неожиданно получилось снова такой замутить. Это многофазовые запутанные колебательные сигналы. Квантовое шифрование, черный кварц. Намного сложнее армейских разработок. Ты поставил задачу. Мы ее выполнили. Написали код, сможете и взломать. Нам нужно найти лазейку, загрузи пакет обновлений и реши проблему. Ты же сам нам сказал, Тед. В коде не должно быть никаких бэкдоров. Все протоколы по стандарту черный кварц. Твои слова. Слушай, если нужно набросать прогноз, это мы можем сделать. Да не нужны мне прогнозы. Мне нужно кровь из носу восстановить контроль над роем Хардс Тимур. Что тебе сказать, Тед? Это невозможно. Коды. У них были какие-то коды, чтобы управлять машинами. Но они потеряли контроль. Нехорошо. Нехорошо. Сказал, МРТ надо смотреть, как оно до операционного момента на сейчас изменилось. Динамику прогрессирования короче. Короче, дело близится к ночи. А я давно говорю, что 20 лет пора на пенсию. Вот, и я так говорю тоже, да, согласен. Я такого же мнения. Иногда случается прям наоборот. Или, точнее, его статуя. В ранние годы Машина, прям созданная для убийств. все болит, Ее все почитали? корчит, а в старшие года прям все становится как будто здоровее и моложе. Если на некоторых людей посмотреть, как будто так и есть. И является лидером во всех секторах самодостаточных автоматизированных технологий. Начиная от революционных потребительских товаров, таких как Визор, и заканчивая линейкой роботов-миротворцев Колесница для применения в зонах конфликтов. Фаро следует цели сделать будущее умнее, ярче, безопасней и еще удивительнее. Автоматизированные системы Фаро. Для всякой проблемы есть умное решение. Это они сделали Визор? 25 тысяч человек? Это больше, чем целое племя. Значит, они создавали машины и устройства. Видимо, тогда это было в порядке вещей. Узнаем секреты здешнего мира. Хоть какие-то. Эффект Бенджамина Баттона какой-то. Ага. Что это за место? И чё в Что этом они мире здесь все как-то неправильно. Это была корпорация. Группа людей, что-то вроде племени. Они создавали машины. Продолжай. Я загрузил в твой визор несколько файлов. Они помогут тебе во всем разобраться. Я понимаю, такая смена курса вызывает вопросы. Мы же автоматизированные системы Фаро. Мировой лидер в робототехнике. С чего бы нам переключаться на изготовление управляемых машин и оружейных систем? Это же прошлый век. Все, что я могу пока вам сказать... Верьте, перед нами открылась новая
перспективное направление роста, и нам потребуется реорганизовать производство. Так что в течение 36 часов я жду от вас корректированные прогнозы Какой по мощности противный на звук. всех линиях. Так они создавали машины, но потом передумали и стали делать разные виды оружия? Почему? Какой противный звук во время этих записей. Это мне поможет. А с работой, Оливка, что там, как там? Нет ли Воздух ничем не пахнет. приключений Даже каких-то гнилью. Это неестественно. того времени, как в прошлый раз? Много текста было? Или пока Тут затишье? тоже завал. Но можно пролезть. Вот это был какой-то мини-скример даже. Вроде здесь можно вскарабкаться. А еще можно вниз. Я думаю, здесь можно будет забраться обратно, наверх. А, это шорткат? Мы здесь уже были. Автоматизированные Я путаю. системы Фаро. Мы решаем... Что вы решаете? А, да, все, я вспомнил, мы здесь были. Нам здесь рассказывали. Получилось. Люди разозлились на Фару, на корпорацию. Они их в чем-то обвиняли, в чем-то очень плохом. Интересно, что мы здесь найдем в итоге. Модель FSP-5 Хопиш Что хопишь? Модель FSP-5 Хопиш представляет собой универсальную боевую платформу. Метаматериалы обеспечивают идеальную амортизацию при стрельбе. Так что вы можете установить на него любой вид оружия в соответствии с бюджетом и боевой задачей. Патентованная система переработки биомассы увеличит рабочий цикл с минимальным ущербом для экологии. Многолинейная система обработки целей позволит одновременно проводить анализ угрозы и правовой анализ действий при автономном функционировании. А при подключении к нейронной сети Роя возможно и неограниченное применение силы. Короче, если вам нужно задействовать крупный калибр, ваш выбор Хопиш. Истребитель. Универсальная боевая платформа. Вот уж действительно.
Модель РБО-7 ГОР. Представьте себе полноценную боевую экосистему под управлением быстро обучающейся машинной сети. Если вам нужно восполнить потери или же укрепить текущий состав сил, производственные мощности ГОРа избавят вас от необходимости ждать следующей поставки вооружения. Просто скорректируйте параметры ударной группы, и ГОР выполнит сборку дополнительных аппаратов, которые вы сможете оплатить в индивидуальном порядке. Между тем, системы переработки биомассы на прочих моделях линейки колесницы позволяют им заправлять и ремонтировать ГОРа, за счет чего он способен функционировать дольше любой другой платформы класса Титан. Вот преимущество ГОРа. Он всегда в рабочем состоянии, всегда наготове. Будущее автоматизированных боевых систем уже наступило. Железный бес. Значит, это тоже машины Фаро. Производственные мощности. То есть они могут делать новых? Как же тогда их остановить? Модель АСА-3 «Скоробей» сочетает в себе обычное оружие и средства ведения информационной войны. Это высокоскоростной вездеходный аппарат с самым высоким рейтингом выживаемости среди автономных агентов класса «Разведчик». Может, дело в аварийной системе переработки биомассы, благодаря которой Скоробей всегда возвращается на базу, даже в случае нехватки топлива. Или же в его способности подключать вражеских роботов к своей сети, что повышает его боевые возможности. Прибавьте к этому манипулятор, способный выполнять целый ряд функций, начиная со сдерживания толпы нелетальными методами и заканчивая ремонтом мелких деталей в моделях линейки колесниц. И получите идеальный аппарат миротворческого контингента. Захватчик. Подключать вражеских роботов к своей сети. Кажется, это про то, как он заражает машины. Послушали 3 очень интересные записи. Ладненько, отбегу в магазин, если успею, еще вернусь. А что там насчет работы? Не ответила, или может опять ответила, но сообщение не отправилось. Или может не услышала, как я спрашивал. Ну ладно, тогда может потом ответишь, если успеешь. Надеюсь, еще вернешься. Давай, удачи. Прости, не услышала. Ну, я предполагал, что либо не услышала, либо, может, уже там отвечала, просто опять не отправилась почему-то в чате. Спрашивал, что там, есть ли какие-то приключения на работе, или пока тихо на этом фронте, с прошлого раза, как рассказывала. Это путь наверх. То, что от него осталось. С прошлых много текста. Предстоит долгий подъем по обледенелому металлу. Тяжело с вами, доктор Собек. Если уж растения нашли, за что уцепиться, значит и я найду. Пошел паркур. Все уже вымокло в этом снегу. А по работе даже не знаю. Ну, помимо того, что в мою смену постоянно какая-то хрень с техникой, то чек не пробивается, то закрытие смены очень долго грузит. Особо нечем. Ну вот. Что-то тебя техника не взлюбила, получается, да? Что ж такое?
Я думал, долетим. Учусь потихоньку. Вот на выходные дали мне учить материал про ортопедические стельки. Какие модели у нас есть и для чего они. Если это то, о чем я думаю, то у меня тоже такие есть штуки для ног. Кроссовки себе кладу. Это, насколько я знаю, от плосконожья, или это не так называется? Не помню. Уже давно ходил по этим больницам, по этим плоскостопьям. Во, да, во. Уже 100 лет не ходил по этим всяким больницам, по всяким этим осмотрам и всякие вот эти вот диагнозы, скажем так, прям. Уже об этом всем уже забыл. Ну так вот, у меня там в кроссовках есть постоянно. Так, куда дальше? У меня такие штуки, короче, есть. От плоскостопья вот как раз. Не знаю, у вас такие же там бывают, иди. Дим, может у вас не такое? Ну, и мне коллега показала, как плантографию делать, сканирование стоп. Так сказать, прям совсем азы показала, чтобы без врача можно было стельки подобрать. Угу. Основа — это самое главное. Хотя бы. Я хочу путешествовать налегке. И куда я все это время поднимаюсь? И главный вопрос, как я буду спускаться потом. Теперь живот урчать не будет. Зачем мне эти камни попадаются? Они вообще бесполезные же. Еще в самом начале игры я только один раз там ими пользовался и все, и уже забыл про них навсегда. Она на мне показала, как оно делается, а в следующую нашу совместную смену уже я на ней буду пробовать. О, попрактикуешься. Эксперименты. Время для экспериментов. Путь наверх. На живых Было людях. бы только за что ухватиться. Ну что ж, я на месте. Что я тут найду? У нас просто в салоне есть кабинет врача, и он по графику принимает, консультирует. Может по продаже помочь, если у него никого нет. Ну вот прям практикующий врач. А не просто левый чел, которого мы назвали врачом. Вот это хорошо, да, что не левый чел, а прям нормальный врач. Ни у кого претензий не будет. Нормальный. Все данные на этом устройстве были стерты. Практикующий. Задействовать привилегии Альфа, чтобы восстановить удаленные данные. О, да, непременно. Файл восстановлен. Файл восстановлен. Элизабет, рад тебя. Сколько лет?
А юристы где, Тед? Зачем? Я уже отозвал все 18 исков. Ну что, ты убедилась? Хорошо, я заинтригована. Может, закажем сюда обед? Ну, Я пообщаемся. тебя знаю. Ты где-то напортачил по-крупному, иначе не стал бы выплясывать на задних лапках. Давай, выкладывай. Есть сбой у колесниц. У роботов-убийц? У миротворцев, да. Так отключи их. Да отключили бы, если бы могли. Они не отвечают. Ты хочешь сказать, от тебя сбежал Рой? Все еще хуже. Показывай данные. Ладно, я пообедаю. Одна. Тед Фара пригласил сюда Элизабет Собак, и они друг друга терпеть не могли. Еще один файл восстановлен. Какой смешной голос. Еще один файл восстановлен. Это было не совсем похоже, но я старался. Не сбой. Это катастрофа. Я в курсе. Все плохо. Плохо? Боже, Все Лиз. пропало. Плохо? Все пропало. Нет, это апокалипсис. Ты создал роботов-убийц. Миротворцев. Они делают топливо из биомассы. В экстренных случаях. Ты дал им способность к воспроизводству. Да, подконтрольному и ограниченному. Уже нет. Сбой нарушил командную цепь. Теперь этот Рой подчиняется лишь самому себе. Ты думаешь, я... Все остальное для них пища. И такими темпами они не оставят на Земле ничего живого за 15 месяцев. Это не закат цивилизации, это глобальное вымирание. Да понимаю я. Как им помешать, пока все еще под контролем? Не под контролем, очнись! Ты понимаешь, о чем я? Ну да, пока все об этом не узнали. Лиз, я сделаю все, что ты скажешь. Ну, придумай что-нибудь. Я согласен на все. Запомни свои слова, Тед. Роботы Фара угрожали всему живому, но она их как-то победила. Мир предтеч пал, но жизнь уцелела, иначе нас бы здесь не было. Последний файл восстановлен. Файл восстановлен. Осталось только самому кабинету лицензию получить. И тогда у нас он и называется врачом будем. И тогда у нас он и называться врачом будет. А пока мы его презентуем как эксперта по ортопедии. О как. Новый рассвет. Боже, Лиз. Выхода нет. Был бы способ поизящнее, Скоро я бы рассвет. тебе сказала. Ну это... Я просил тебя найти лекарство. Оно будет гораздо хуже болезни. Нет, Тед. Какой есть, это наш последний шанс. Подписывай документ. Нет, я не могу подписать. Ты можешь. Как? Лиз, я не могу подписать подобное. У тебя есть выбор. Знаю. Значит так, я сейчас лечу на базу командования роботами США. Через 15 минут встречу с генералом Хэррисом и командованием. Что? Ты с ума сошла? Так что выбирай, что мне сказать им. Либо, что богатейшая корпорация на планете готова финансировать строительство нового рассвета, согласно моему проекту. Либо и они, и вся планета сейчас узнает, из-за кого на самом деле произошел этот сбой. Господи, Лиз. Незачем мне угрожать. Ладно. Не расстраивайся, Тед. Ты ведь теперь будешь заниматься любимым делом. Платить другим, чтобы они вкалывали за тебя. Я не хотел.
Что было такого ужасного в Не ее планах? хотел устроить Она сумела апокалипсис. остановить роботов. Задействован допуск для управляющего персонала. Открыть Это ерунда какая-то. Собек не могла быть моей матерью, она жила давным-давно. Все без толку, я ничего не выяснила. И это твоя реакция на все, что ты узнала? Хныкать, как капризный ребенок? А ты попробуй мне то же самое в лицо сказать. Ну хорошо. Неужели ты не осознаешь монументально сделанного тобой открытия? Я ждал от тебя большего. Ну, лицо у тебя есть. А имя прилагается? Из всех вопросов, которые ты могла задать, ты выбираешь этот? Я потратил десятилетия, исследуя руины предтеч и пытаясь разгадать тайну их гибели. Долгие годы я подозревал, что их мир уничтожили роботы Фаро, но не знал наверняка. За минуты тебе удалось узнать больше, чем мне за всю жизнь. И что у тебя на уме? Мое имя? Сайленс. Вот мое имя. А теперь попробуй задать мне другой вопрос. Не такой тривиальный. Вот вместо того, чтобы бухтеть, тут вот ты задала мне такой вопрос, вместо того, чтобы там что-то нормальное задать, вот нет, чтобы быстро ответить. Меня зовут такой-то, все, идем дальше. Следующий вопрос. Нет, вот будет тянуть время сам, только больше лишнего трындежа будет тут устраивать. Ишь какой. Еще момент сразу уточню. Как мне объяснили, что у нас может быть практикующий врач, но не быть лицензией врачебного кабинета из-за формальностей по типу метража. Вот эти тонкости, вот эти вот всегда, они как обычно. Должно быть условно 3×4, 5, а у нас 3×4 метра кабинет. А 3×4,5. У нас 3×4 метра кабинет, вот у нас врач, но нет лицензии кабинета. Тогда врач... Да. Интересная у вас, конечно, ситуация получилась. Но какая есть. Уж. Ладно, Сайленс, не придирайся. Я пришла сюда, чтобы узнать побольше об этой Элизабет Собек. И узнала, но до сих пор не понимаю, что меня с ней связывает. И почему меня хотят убить? И кто такой Аид? Нет ответа, только все новые и новые вопросы. Вот именно. Поэтому пришла пора расширить круг поисков. Только тогда ты осознаешь весь масштаб своих проблем. Что ты пытаешься мне сказать? Ты искала правду о себе, а нашла целую гроздь тайн. У них общая нить, твоя связь с Элизабет Собек. Но что это за связь? Она не могла быть моей матерью, раз жила сотни лет назад. Пока нам это неизвестно. Единственный способ узнать — идти дальше, делать новые открытия. Благодаря тебе мы узнали, что когда-то роботы Фара чуть не уничтожили все живое. Но этого не случилось. Цивилизация предтеч была Но уничтожена. если вопросов больше нет, я побегу в жизнь магазин. уцелела. Да, очевидно. Пока вопросов нет. Можешь отбегать. Что же она сделала? Я тебя отпускаю. Как она остановила роботов, пока Удачи. не стало слишком поздно? Что такое новый рассвет? Вот это верный вопрос. Ну? Скажи, ты готова это выяснить? Конечно. Тогда чего ты ждешь? Не так быстро, Сайленс. Мы с тобой не договорили. Я сказал достаточно. Если еще есть вопросы, задавай быстрее, не трать мое время. Какой ты душный, а вопросов у меня миллион, как я вижу. Ты говоришь, ты и раньше знал, что цивилизацию предтеч уничтожили боевые машины. Все на это указывало. Но прежде я не знал, что угроза их так велика. Что они перерабатывали биомассу в топливо, или что Гор мог производить новых роботов. Как ходячий котел. Но те роботы, что мы видели, захватчики и истребители, они такого не умеют.
Пока не умеют. Не попадалось неповрежденных экземпляров. Так что кто знает, на что они правда способны. Хватит болтать, иди уже. О, нет. Я только начала. Ты здорово устроился на моем горбу. Сам не рискуешь, а я рискую всем. Вот сниму с себя эту штуку, и ты будешь слепой и глухой. Так что уж будь добр, отвечай на вопросы. Хорошо. Спрашивай. Насколько я поняла, затмение выполняет приказ. Убить меня хочет Аид. Кто он? Не знаю. Они зовут его Погребенной Тенью. Какой-то бес. То создание, что со мной говорило, из-за которого взорвался визор. Это Аид? Это был не человек и не машина. Скорее призрак. С жутким голосом. Он хочет твоей смерти. Из-за моей связи с Элизабет. Наверняка. Руками затмения Аид хочет воскресить роботов. Но раз Элизабет нашла способ остановить их, может, создала оружие, Аид боится, что смогу и я? В тех древних данных, что я нашел, упоминалось о разработке некого супероружия. Может, чтобы сдержать роботов, предтечам пришлось уничтожить свою цивилизацию. Кто ты такой, Сайленс? И чего добиваешься? Тебя так волнуют эти подробности? Я одинокий странник, что покинул племя много лет назад. Исследователь запретных мест, искатель знаний. Все, как я и сказал. Откуда тебе столько известно о затмении? Мне вообще много о чем известно. Если ты спрашиваешь, не служу ли я им или кому-то другому, нет. Я никому не подчиняюсь. Ты следил за мной через мой визор. Как это возможно? Визоры испускают сигнал, голос, который слышат только другие визоры. Я знаю, как связать эти голоса, как сделать, чтобы визоры слышали друг друга на больших расстояниях. Где ты этому научился? На это ушли годы экспериментов. Это похоже на то, как ты подчиняешь себе машины. Я подчиняю визоры. И в визоры затмения можешь заглянуть? Как правило. Только вот вклиниться в их соединение непросто. Есть ли хоть какой-то шанс, что Элизабет Собек до сих пор жива? Маловероятно, но возможно. В древних архивах упоминались методы продления жизненного цикла. Фармакологические, это слово значит лекарство. Но также были эксперименты с заморозкой и разморозкой людей. Заморозкой и разморозкой? Это называлось криогеника. У них не получалось. Учитывая выдающийся интеллект Элизабет, нельзя исключать возможность, что она нашла способ побороть смерть. Но это лишь домыслы. Мы тратим время. Элизабет говорила, что направляется на некую базу командования роботами, рассказать о новом рассвете. Есть такое место – руины. Азерам зовут его кладом смерти. Клад смерти? Весело. Ищи его в восточных горах. Он погребен под тушей железного беса. Или модели РБО-7 Гор, как мы выяснили. Я свяжусь с тобой там. Жду не дождусь. Надеюсь, когда мы встретимся, ты будешь вести себя повежливей. Ну, по крайней мере, спуск займет куда меньше времени, чем подъем. Теперь мне надо найти базу командования роботами США и выяснить, что такое новый рассвет.
Ага, то есть это что, мы пойдем в эти земли, что ли? Я думал, это места DLC. И не давайте пока пойдем сюда. А то туда больно далеко идти. Пока что. Там телепортов рядом нет. Так, великолепно, вылет. Сейчас продолжим, надеюсь.